Привет, я Макс Видишев, я мастер игры на варгане. 10 лет назад этот инструмент вошел в мою жизнь, и мой интерес к нему пока что только усиливается. Варган – один из древнейших музыкальных инструментов, который дошел до нас практически в неизменном виде. Различные модификации варгана известны очень многих народов нашего мира. Варган известен по всей Евразии, в Африке, в Австралии, Новой Зеландии, Новой Гвинее, Японии, Северной Америке. Интересно, что у некоторых народов название варгана переводится как музыкальный инструмент. Я думаю, что в эпоху возникновения варгана это был, видимо, единственный музыкальный инструмент. В древности варганы изготавливали из кости или дерева. Это были так называемые пластинчатые варганы. В материале в виде пластины вырезалось что-то наподобие трезубца. Центральный зубец и служил язычком, который приводился в действие рукой. В другой модификации пластинчатых варганов язычок вырезался прямо в середине пластины и приводился в действие с помощью тонкой веревочки или нити. С развитием металлургии варганы начали ковать или гнуть из проволоки, что значительно повысило их звуковые характеристики и долговечность. В настоящее время варганы также изготавливают на современном оборудовании, вырезая на станке из листа стали. Вот, например, русский варган мастера Глазырина изготовлен именно таким способом. А якутские хомусы, вот, например, как этот хомус мастера Мандарова, по традиции изготавливается методом ковки. К изготовлению варгана везде относились очень ответственно. Неважно, из железного, бронзового, медного или даже серебряного прута ковался варган, это дело поручалось только самым умелым мастерам. Долгое время самыми лучшими варганами считались именно инструменты якутских мастеров, таких как Гоголев, Бурцев, Михайлов, Готовцев, Мальцев. Вот. Сейчас уже в последние годы появляется все больше и больше мастеров в других странах мира, которые делают инструменты на очень высоком уровне. Варган был очень популярен на Руси, а также и в Европе. В эпоху романтизма варган с его экзотическим звучанием завоевал светские салоны, где собиралась политическая и художественная элита общества. Центром изготовления этого инструмента, начиная со средних веков, считалась Австрия. Австрийский город Мольн – одно из самых известных в этом плане исторических мест. С начала XIX века производством варганов занимались более 35 семейств, и в год выпускалось примерно 2,5 миллиона инструментов. Что интересно, в то время на варгане играли в основном представители высших сословий. Играли в том числе ансамблями, собирались до 10 человек даже в ансамбле. Игрой на варгане восхищались такие известные люди, как Гёте, его друг Вильгельм Гумбольдт и другие выдающиеся личности той поры. К концу XIX века искусство игры на варгане потеряло свою актуальность. К началу XX века варган исчез с музыкальной сцены Европы в связи с появлением новых музыкальных инструментов. Единственным европейским государством, где традиции изготовления игры на варгане не прервались, была Норвегия. В Норвегии играют в основном в южных районах страны, и в игре на варгане очень ясно прослеживается связь именно с народной музыкой. Исполнители часто играют, притопывая ногами. В другой скандинавской стране, Финляндии, искусство игры на варгане было утрачено еще с средних веков, и только вот в 60-х годах прошлого века варган вернулся, и сейчас в Финляндии его часто можно услышать именно в дуэте со скрипкой. Богатейшие традиции игры на варгане и изготовления инструментов существовали вплоть до 30-х годов 20 века у народов палеоазиатской группы. Это такие народы, как, например, чукчи, коряки, йокогиры, нивхи, которые сохранили остатки первобытно-общинного строя. На территории Российской Федерации искусством игры на варгане владеют на Алтае, в Тыве, Хакасии, Башкортостане, Якутии. Очень большой интерес к варгану также среди славянского населения. В бывших союзных республиках на варгане играют украинцы, киргизы, казахи, узбеки, туркмены. Во времена сталинизма варган был запрещен как вредный пережиток прошлого, в основном из-за его связи с шаманизмом. Несмотря на это, старшее поколение сумели сохранить и передать своим потомкам традиции изготовления варганов и игры на варгане. В конце 60-х, начале 70-х годов интерес к варганной музыке вновь стал расти. В связи с начавшимся возрождением этнических культур, с увлечениями людей шаманизмом, эзотеризмом, со стремлением слушать естественные звуки природы.
В Японии, например, варганная музыка распространена в основном среди женщин племени айнов, которые живут в резервации на острове Хоккайдо. А там в основном играют на бамбуковых варганах и сопровождают игру песнями и плясками. Что же касается варганной музыки в Индии, то она распространена в основном на юге страны и носит больше такой перкуссионный характер. За океаном в Америке история варгана началась еще с самых первых переселенцев, которые привозили варганы с собой из Европы. Интересно, что первые переселенцы использовали варганы как предметы бартера с индейцами. How come they call that thing you're playing a Jew's harp? Comes down from David's harp in the Bible. I don't want to say nothing against the Bible, but those people back there sure had funny taste in music. Впоследствии американцы стали сами изготавливать варганы, и эти инструменты использовались в основном фолк и кантри музыки. Более привычным для американской публики варган стал тогда, когда его стали использовать в качестве музыкального сопровождения в вестернах. Восхищение игрой на варгане проходит через все страны и времена. Варганная музыка пронизывает все музыкальные стили. Современные варганисты склонны не только к виртуозным импровизациям. Многие из них занимаются разными интересными экспериментами, связанными с авангардной и обертонной музыкой. Одни привлекают слушателей гармонией ансамблевой игры, другие электронным звучанием варгана, участвующего в народных представлениях. Однако, чтобы не исполнялось, всегда есть нечто общее. Завораживающие звуки варгана создают необыкновенную атмосферу, в которой прошлое встречается с будущим. Друзья, кому интересна эта тема, смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал. У нас будет еще много интересного.